История Людовика XVIII, короля Франции. Людовик XVIII Бурбон родился в семье дофина Франции Людовика и Марии Йозефы Саксонской 17 ноября 1755 года. Подобно своим братьям, будущему несчастному королю Людовику XVI и будущему Карлу X, а ныне всего лишь графу де Артуа, он получил весьма разностороннее образование под неусыпным оком своих наставников, епископа Лиможского и герцога Вагийского. Когда он достигает совершеннолетия, то практически все свое свободное время он проводил на балах, в театрах, за игрой в карты. Был большим любителем вкусно поесть и уже в юности отличался излишней полнотой. Впрочем, на его жизнелюбивый нрав такая мелочь, как лишний вес, никак не влияла. Он недолюбливал политику, но при этом в делах хватки ему не было равных. Будучи король Людовик XVIII, будучи еще графом Прованским, вовсю спекулировал земельными участками, наладил торговые связи с заморскими партнерами, занимался мануфактурами в общем проявлении себя скорее как добрый буржуа, чем как отпрыск королевской фамилии. После того, как во Франции вспыхнула революция, он первое время оставался в Париже вместе с королем и бежал в Брюссель в 1791 году. В течение следующего 1792 года воевал на стороне интервентов против революционного правительства. А еще через год, в 1793 году, сразу же после казни Бразна, короля Людовика XVI объявил себя регентом при сыне покойного короля. В том же году Людовик обосновался в Вероне, в небольшом дворце, и стал ждать новостей. В 1795 году правительством директории было официально объявлено об смерти малолетнего сына гильотинированного короля. Так граф Прованский стал королем Людовика XVIII, чью власть, правда, признали только французские эмигранты-аристократы. В 1796 году республика потребовала у Верона выселения короля, и Людовик вынужден был подчиниться. Он отправился в Пруссию, в город Бландербург, где арендовал у какого-то пивовара 3 комнаты, где, подобно мещанину, вынужден был жить до 1808 года, пока не перебрался в Англию в замок Хартвилл. Здесь, в Англии, Людовик, уже несколько охладевший к политическим интригам, ограничился тем, что поэтически напоминал себе миру разными манифестами собственного сочинения. Однако, в общем и целом, жизнь его протекала довольно мирно. Судьба короля изменилась с падением Наполеона. Государи победивших стран решили возвести Людовика на французский престол. Уже 24 апреля Людовик сошел на берег в Кале, чтобы отправиться в замок Сент-Уан, где он провел переговоры с французскими властями. Итогом переговоров стало довольно-таки компромиссное соглашение. Династии Бурбонов отныне будут царствовать во Франции, пользуясь своим священным правом на это. Исполнительная власть полностью должна быть сосредоточена в руках монарха, а вот законодательный король будет делить с 2 палатами французского парламента. 3 мая Людовик торжественно въезжает в столицу. Тут надо заметить, что реставрацию поддерживала не более 10-й части всех французов. Впрочем, сторонников империи было не больше. Об империи вообще мало кто сожалел. Люди скорее отнеслись к реставрации с любопытством. Всем было интересно, что будет дальше. Люди просто ждали. Людовик начал свое правление с сильного сокращения армии, чем вызвал неудовольствие даже среди своих сторонников. Люди требовали себе возвращения прежней собственности и выплаты компенсации за все лишения, которые им пришлось потерпеть во времена Наполеона. После второго отречения Наполеона, после поражения при Ватерлоо, на выборах победили ультрароялисты. Во Франции лишились рабочих мест более 50 тысяч чиновников. Тогда Людовик решил распустить парламент и набрать новый. Он издает ряд либеральных законов о печати, о парламентском контроле над бюджетом и другие. И до конца своих дней он очень аккуратно внедряет в жизнь каждый закон, дабы не нарушать никаких прав и свобод своих граждан. Пожалуй, если бы ему удалось побыть на престоле чуть больше времени, ему бы удалось окончательно вывести страну из кризиса. Но, увы, короли тоже не вечны. Людовик XVIII скончался от подагры в 1824 году. Ну а ты не забывай поставить лайк, подписаться, нажать на колокольчик, написать комментарий, поделиться этим видео с друзьями, а также подписаться на мой второй канал, ссылка в описании. До встречи!